Вы на уроке с книгами или, может быть, с блокнотом и ручкой? А может, с чашкой кофе? Или с телефоном? А может быть, даже с кошкой? Если вы здесь, неважно. Смотрим практику номер 15 вместе. Здравствуйте! Это практика номер 15. Сегодня мы повторяем и практикуем творительный падеж, инструментал. Вы смотрели урок номер 15? Если нет, я рекомендую, посмотрите сейчас. Сегодня мы повторяем творительный и не только. Творительный и винительный. А еще мы узнаем кое-что новое. Итак, начнем. Задание номер 1. На доске комбинации продуктов. Чай плюс сахар. А вы говорите чай с плюс творительный падеж. Читайте и говорите. У вас есть время, чтобы подумать. Ну что, готовы? Давайте проверим. Вот правильные ответы. Читаем вместе. Чай плюс сахар. Чай с сахаром. Чай с сахаром. Кофе плюс молоко. Кофе с молоком. Кофе с молоком. Обратите внимание, я не делаю паузу здесь. Я не говорю кофе с молоком. Нет. Мы не делаем паузу. Кофе с молоком. Чай с сахаром. Да? Попробуйте. Обязательно повторяйте. Хорошо? Салат плюс помидоры. Салат с помидорами. Салат с помидорами. Суп плюс курица. Суп с курицей. Суп с курицей. Паста плюс грибы. Паста с грибами. Паста с грибами. Сэндвич плюс ветчина. Сэндвич с ветчиной. Сэндвич с ветчиной. Мясо плюс картофель. Мясо с картофелем. Мясо с картофелем. Рыба плюс рис. Рыба с рисом. Рыба с рисом. Десерт плюс карамель. Десерт с карамелью. Внимание! С карамелью. Ю. Почему? Карамель, она и в конце мягкий знак в творительном падеже ю. Десерт с карамелью. Внимательно. И мороженое плюс фрукты. Мороженое с фруктами. Мороженое с фруктами. Ну как, все правильно? Отлично, молодцы. А сейчас мы будем комбинировать винительный аккузатив и творительный инструментал. Попробуем. Я пью
чай с сахаром. Я пью чай с сахаром. Ты готовишь. Ты готовишь. Ты готовишь суп с курицей. Вы готовите. Вы готовите. Внимание! Вы готовите пасту с грибами. Да, паста. В винительном падеже мы меняем А на У. Вы готовите пасту. Вы готовите пасту с грибами. Понимаете? Если мы говорим «что это?», мы отвечаем «это паста с грибами». Но что вы готовите? Мы готовим пасту с грибами. Да? Меняем А на У. Не забывайте. Что вы едите? Мы едим. Да, молодцы. Мы едим рыбу с рисом. Мы едим рыбу с рисом. Что хотят дети? Что хотят дети? Дети хотят десерт с карамелью. Дети хотят десерт с карамелью. И что они покупают? Они покупают мороженое с фруктами. Отлично, молодцы. Вы знаете, что я хочу сейчас? Яблочный пирог. Яблочный пирог. Это какой пирог? С чем? Конечно, яблочный пирог – это пирог с яблоками. Отлично. Морковный торт. Морковный торт. Морковный торт – это торт с морковью. Это торт с морковью. Очень вкусный. Я люблю морковный торт. А вы? Так, дальше. Рыбный суп. Рыбный суп. Это какой суп? С чем он? Рыбный суп – это, конечно, суп с рыбой. Суп с рыбой. А куриный суп – это какой суп? Куриный суп. Куриный суп – это суп с курицей. Хорошо. Так, что еще? Карамельный сироп. Карамельный сироп. Это какой сироп? С чем? Это сироп с карамелью. Сироп с карамелью. Овощной салат. Овощной салат. Это какой салат? С чем? Это салат с овощами. Салат с овощами. Отлично. Сейчас вы можете прочитать все эти примеры еще раз. Кстати, это полезные прилагательные. Рыбный, овощной, фруктовый. Да? Вы можете их использовать. Я рекомендую. А мы идем дальше. А сейчас я хочу сказать спасибо, что вы изучаете русский язык со мной. Да, я очень рада, что сейчас у нас урок. Я рада, что у меня урок с вами. Что у меня урок с тобой, и с тобой, и с тобой, с вами. Если вы еще не с нами, то просто подпишитесь на канал. Да. Со мной, с тобой, с вами, с нами – это тоже творительный падеж. Это новые формы. Давайте посмотрим. Творительный падеж. Наши вопросы
С кем? С чем? Вы уже знаете. Я со мной. Ты с тобой. Он с ним. Она с ней. Оно с ним. Вы видите, опять формы он и оно одинаковые. Мы с нами. Вы с вами. Они с ними. Отлично. Сейчас давайте посмотрим на примеры. Итак, это Антон и Анна. У них свидание. Что они делают? Они ужинают в ресторане. С кем ужинает Антон? С кем ужинает Антон? Антон ужинает с Анной. Антон ужинает с Анной. С кем ужинает Анна? С кем ужинает Анна? Анна ужинает с Антоном. Анна ужинает с Антоном. Антон ужинает с Анной? Да, с ней. Да, с ней. Анна ужинает с Антоном? Да, с ним. Да, с ним. Отлично. А это Ольга. Она сейчас на работе. У нее встреча с коллегами. С кем у нее встреча? С коллегами. У нее встреча с коллегами. У нее встреча с коллегами? Да, с ними. Да, с ними. Сейчас у нас урок. С кем у меня урок? У меня урок с вами. А с кем у вас урок? У вас урок со мной. Понятно? Отлично. Не забудьте сделать домашнее задание. Это ваше домашнее задание. Напишите ответы в комментариях. И до встречи на уроке номер 16. Удачи и до свидания. Пока!